Когда я готовил материал к этому видео и изучал всякие детали по обстановке в Северной Корее, инфа об уровне жизни в разных источниках весьма отличалась. Одни говорят, что там все прекрасно и народ живет как в идеальном Советском Союзе на максималках в 4К, а другие пугают, что у них там жесточайший тоталитаризм, и за малейший косяк тебя прилюдно казнят из миномета. Учитывая железный занавес в стране, отсутствие доступа к всемирной паутине и идеологическое промывание мозгов, больше все-таки верится во второй сценарий. Но, как по мне, оба варианта преувеличены, и из них нужно вычленивать что-то среднее. Наверняка можно сказать только одно. Это единственная страна, которая не играет в викингов. Уже 20 миллионов человек по всей планете с удовольствием разряжают свои смартфоны за игрой в викингов в духе старых добрых стратегий 90-х и нулевых, где можно как тихо мирно отстраивать себе неприступные города, так и завоевывать мир, хоть через дипломатию, хоть чисто с друганами общую армию собрать и разнести всех чертям. Кстати, мне удалось прожать создателей на немного халявы для вас. Для начала не слушайте других блогеров и юзайте именно мою ссылку в описании, если вы еще не играете в викингов, чтобы стартовать с бонусом в 200 голды, бесплатным щитом и моей виртуальной пятюней. Ну и главное, конкурс с розыгрышем новенького 8-го айфона и MacBook Pro. Хотите iPhone? Скачивайте викингов по ссылкам в описании и дойдите до 5-го уровня дворца. Хотите MacBook Pro? Просто достигните самого высокого уровня до конца месяца. Итоги ребята объявят 30 марта. Все подробности в группе в ВК. Все ссылочки под видео. Спасибо, что нажимаете на них. Какой бы закрытой ни была Северная Корея, мультипликацию там любят так же, как и во всем мире. Ассортимент, разумеется, весьма ограниченный и обязательно продвигающий интересы правящей партии, да и посмотреть телек из-за проблем с электричеством можно не в каждом уголке страны. Но если что-то и попадает на экраны зомбоящика, то это что-то просто обязано быть бомбой. Главный хит Северной Кореи — мультсериал от студии 26 апреля или студии СЕК о добрых лесных зверушках, ведущих неравную борьбу со злыми хищниками-агрессорами. С вовлечением в это дело боевых искусств, пулеметов, танков и всего, что взрывается, с убийствами и сочащейся жестокостью, которая, в отличие от кровавой резни в мультах вроде Happy Tree Friends, порой реально пугает. Как вам, например, сцена, в которой главнокомандующий совершает самоубийство, а потом во время похорон вдруг оживает, говорит, что все подстроил и бросает другого чела в собственный гроб? Отличный детский мультик, если вам нужно воспитать хладнокровное пушечное мясо. Срок службы в армии КНДР — 10 лет для мужиков и 3 года для женщины. И все в принудительном порядке, само собой. Чтобы у людей не возникало вопросов о необходимости прохождения военной службы, с ранних лет им вбивают в головы, что вокруг одни враги, готовые в любой момент начать войну. Ну и заодно усиливают эффект подобными красочными мультфильмами. Захрустели под яростным натиском кости, под молотом хруст черепной скорлупы. В растраканном виде гниют на погосте черви, гады, собаки, приматы, скоты. Все уречья! Называется это национальное достояние, 다람이와 고슴도치. что на английский перевели как Squirrel and Hedgehog, то бишь белка и ежик. Но вообще это не совсем правильно, потому что вот эти закорючки на корейском означают не только белку, но и бурундука, да и главные герои все мужского пола, поэтому для удобства все-таки предлагаю на русском называть сабж бурундук и ежик. Тем более бурундуки с базуками детям 90-х России и так довольно близки. Да, это Чип и Дейл на боевом фронте. Не спрашивайте. Пиратский передоз в 95-м вставлял особенно сильно. Чип и Дейл, часть 3. Мультфильмы про бурундука и ежика выходят с 1977 года и носят на территории КНДР культовый статус. Изображениями с персонажами украшают стены в детских заведениях, почтовые марки, календари, т.д. и т.п. Это довольно крутой показатель, потому что кроме портретов бессмертного президента и его сына, в Северной Корее редко можно увидеть на стенах что-то еще. Но так как в сюжетах бурундука и ежика национальные идеи Ким Ир Сена всячески пропагандируются, то и можно. Собственно, поговорим о сюжете мультфильма. Началась вся заварушка примерно так. Как-то ночью на деревню куропаток нападают кровожадные хорьки. Ну или ласки, ня. Очень подходящее имя для мелких свирепых хищников. У ласки имеется проблема. Она не может перестать убивать. По
Пока охреневшие хорьки превращают все в пепел и жарят курочку, бурундуки из соседней деревни начинают очковать, что скоро и по их душу придет эта ласковая армия. Ну а наш главный герой, бурундук Рыжик, в это время спит. Выстрелы, крики, взрывы. Я сплю. На следующий день бурундуки обдумывают, что им делать. По идее, нужно устраивать оборону, стены возводить, окопы рыть. Но нафига все это, когда у них в друзьях есть Халк в лице медведя? Медвежара говорит типа: йоу, да я и так замочу этих хорьков, забейте на заборы своей страны, давайте лучше склад для каштанов замутим. И Рыжик такой: блин, ну чё-то хз как-то. А медведь такой: хоба! В Сабзира попал. Короче, Топтыгин флексит своей силушкой, за 5 секунд собирает из бревен ангар с дамбой и дает понять, что можно ни о чем не париться. Так что бурундуки расслабляют булки и даже закатывают гулянку на радостях, созывая товарищей зверюшек с соседних деревень. Но не тут-то было. Командир хорьков по-тихому ловит и чуть не убивает одного из бурундуков, пытаясь выпутать из него инфу по медведю, и посылает на разведку в деревню мышей. Их, конечно, сразу отпугивает Мишка, но ежик насторожно вопрошает, типа: эй, лесная братва, может нам все-таки лучше объединить силы, а не надеяться на старика? Да не, все будет норм. И вообще, ты охренел гнать на косолапого щегол? Но потом мыши набухивают медведя ликером и вырезают всю деревню. Выстрелы, крики, взрывы. Я сплю. Я тоже сплю. Медведь просто в каку, у него белка, а у белок писец. Слава коммунизму, ежи, которые все это время усердно тренировались, успевают спасти несколько бурундуков, включая нашего Рыжика, сбегают от захватчиков через мост из живых гусей и клянутся отомстить. Да-да, мост из живых гусей. К сожалению, в огромного боевого гуся они собираться не умеют, только в мост. Именно так и начинается безжалостная война ежей и бурундуков против хорьков и мышей. На протяжении следующих 25 серий атмосфера мульта сменяется в сторону настоящего военного боевика с элементами шпионского триллера. Агент Рыжик отправляется в самый тыл врага, работать под прикрытием, добывая информацию для своих товарищей и манипулируя действиями хорьков. Он реально очень ловко избегает подозрений в шпионаже, всякий раз переворачивая игру и выставляя предателям кого-то из хорьков или мышей. И совершенно неожиданно за этим правда интересно следить. Эдакий меховой вариант Штирлица. В смысле, я сам не заметил, как подсел на сериал. Погони, перестрелки, трехствольные танки и лютейшие рукопашные схватки. Ежи отчаянно воюют, сворачиваясь в колючие клубки снаряда и протыкая насквозь тела врагов своими шипами. Прадеды Соника, не иначе. Выжившие бурундуки тоже бесстрашно сражаются, и порой это выглядит настолько зрелищно, что можно звать Николая Фоменко в качестве комментатора и смотреть вместо рестлинга. Кто они, откуда? У меня нет никакой информации. Какие-то китайские парни, китайские или корейские, не очень понятно. Но я думаю, что в процессе, конечно же, я разберусь обязательно, кто и что. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой, вот это да! Дорогие... Ой, мамочки, как великолепно! Ой! Мамочки мои, вы посмотрите, что они делают! Посмотрите, что эти люди! Просто острые металлические попы! Я не боюсь этого слова. Ох! Не пытайтесь повторить это дома. Главная суть национальной идеи КНДР – полагаться только на свои силы, несмотря ни на что. В мультфильме это четко прослеживается. На медведя надеяться не стоило, ну а раз все пошло по звезде, то нужно бороться с нечеловеческим упорством, не зная пощады. Положительные персонажи тут с особой жестокостью убивают врагов, а также то и дело жертвуют своими мохнатыми жизнями во имя защиты Родины под душещипательное музыкальное сопровождение.
Ну а учитывая, что все травоядные герои одеты в военную форму Северной Кореи, становится очевидно, насколько сильно сериал пропитан пропагандой. Цветочный холм и его обитатели — это, само собой, Северная Корея. Ну а ближайшие соседи — аллегория на другие страны. Большой и сильный медведь-алкоголик — Советский Союз, мыши, они же крысы, то бишь предатели — это Южная Корея, а хорьки — это Япония, под гнетом которой корейский полуостров находился вплоть до Второй мировой войны. Конечно, тот же Чиполлино в СССР подходил под революционную пропаганду, а приключения Незнайки вообще описание идеального коммунистического строя. Но то, что творится в «Бурундуке и ежике», это действительно перебор, хотя как мульт для взрослых и более-менее окрепших умов вполне зашло бы на каком-нибудь «Дважды два» в ночном эфире. В РФ милитаризм не на таком бешеном уровне, как в КНДР, конечно, но у нас так много фильмов про войну, что местами чувствуется некая близость. Из-за графики вообще почти весь первый сезон воспринимается полуностальгично. Это выглядит как если бы Союзмультфильм в свои лучшие годы угорел по жести и начал рисовать боевики. А вот в 2000-х создатели мульта перешли на уже более современные методы с применением компьютерных технологий. Теперь это вообще настоящее северокорейское аниме. Эпизоды выходят довольно редко, по мере возможностей, но зато никаких филлеров. После окончания войны с хорьками Цветочный холм даже перевести дух не успел, как на родину ежей и бурундуков внезапно напали новые злодеи — огромные перекачанные шакалы в американской форме. И ешь твою дивизию, со второго сезона сериал стал еще брутальнее. Женоподобные, безмускульные щенки! Ау-ау! Америкосы прознали, что в северокорейском мульте их представляют в виде мускулистых волчар, и им даже стало как-то приятно. Еще приятнее им стало, когда во втором сезоне на стороне шакалов появилась сексапильная лисица. Вообще, надо признать, если б не ее появление, то мультфильмом вряд ли бы кто-то заинтересовался за пределами КНДР. А заинтересовались им в первую очередь, разумеется, в Фури. По количеству фанарта с непристойным содержанием можно вполне отслеживать индекс популярности, по крайней мере у определенной аудитории. Озабоченный. И для мультфильма, второй сезон которого официально за пределами КНДР не выходил, Бурундук и ежик занимают довольно неплохую позицию. Да что там, даже первый сезон получил дубляж на английском уже после того, как на него обратили внимание Фури. В дубляже, правда, добавили много ненужных промежуточных реплик, не иначе как чтобы разжевать происходящее для самых тупых. Да и американские актеры ужасно вписываются. Голос доктора Эгмана в роли буйного медведя-алкаша. Дядя, видать, на ежиках совсем помешался. I'll be fine. Don't you worry. Let's go. Также из мульта вырезали или переврали некоторые наиболее сомнительные моменты, а оригинальный трогательный саундтрек заменили на дешевые синтезаторные звуки, как в театре юного зрителя. В общем, предпочтительнее смотреть мультфильм с субтитрами. Ну или моей закадровой озвучки дождаться. Хе-хе-хе-хе, шучу. Или не шучу, или шучу. Кстати, просто так посмотреть этот таинственный мульт с сабами на ютубчике у вас уже не получится. Правообладатели активно блокируют загруженные серии. Только не подумайте, что это делает сама КНДР, ударившись в капитализм. Права на показ сериала «За пределами Северной Кореи» принадлежат компании Mondo TV. Только не той, которая снимает Happy Tree Friends, а другой, итальянской. Италия вообще уже давно сотрудничает с северокорейской студией SEK, подбрасывая работенку в виде заказов на анимацию всякой паленщины. Например, такие мультсериалы, как Симба, Лев, Король, Львенок Симба в Нью-Йорке, Львенок Симба Футболист, Принцесса Покахонтас и Легенда о Титанике. Импортозамещение. Анимация в КНДР самая дешевая в мире. Анонимным художникам платят копейки, а весь доход идет в казну правительства. Ходят слухи, что помимо названных подделок в студии SEK частично анимировали и настоящего диснеевского Короля Льва. И так как мультипликаторы знали, что в титрах упомянуты в любом случае не будут, то спрятали название студии среди звезд на ночном небе. Многие принимают это за другое скрытое послание и читают как секс, но вариант с пасхалкой от студии SEK лично мне видится четче.
Российские зрители часто жалуются, мол, у нас современная отрасль мультипликации вообще убита. Потеряв поддержку государства после развала СССР, отечественная анимация столкнулась с непростыми временами. Но проекты вроде «Смешариков» и «Фиксиков» прекрасно демонстрируют, что бизнес может существовать независимо. Или я что-то путаю, и в России рисовать популярные мультики без федеральных бюджетов и правда нельзя? Что ж, по крайней мере, у нас нет пропаганды в мультфильмах. Блин, окей, по крайней мере, если у нас и снимают пропаганду, то это выглядит дешево, убого и неубедительно. Ладно, с нетерпением жду наш ответ Бельчонку и Ежику. Над родною, над отчизной бесноватый снег шел. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо. Там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану.